Так, ну что, ребят, всем добрый вечер. Был вопрос в чате про e-маркетинг. Говорит, что человек говорит, что мы обещали рассказать про e-маркетинг. Давайте в двух словах скажу. Значит, я посмотрел кошельки e-маркетинга, с которых они делали выплаты, когда они еще вели активную деятельность. Вот, на этих кошельках лежат миллиарды долларов. Я не оговорился. Миллиарды долларов в разных монетах. То есть из чего я делаю вывод, что ребята закупились по самые помидоры на хаях. Судя по всему, они остановили деятельность свою, публичную, во всяком случае, в конце октября, я не помню, 24 октября было 2021 года, да, это вот уже 9 месяцев назад. Вот, это были хаи. Биткоин тогда стоил 62 500. Они закуплены по самые помидоры, и если смотреть на ситуацию, да, у них просадка сейчас порядка 75% по их криптокошелькам. То есть открыть сейчас выводы, да, вновь начать публичную работу, это значит будет зафиксировать этот убыток. Ну, то есть если открыть выводы, да, и там как-то продолжить. Поэтому, скорее всего, они будут ждать возвращения к точке без убытка, да, возвращения курса биткоина туда к 60. А по всей видимости, они не одни таких крупных китов на рынке с миллиардными кошельками, кто по самые помидоры закупился на хаях, довольно много. Как, например, MicroStrategy, да, там у них сотни тысяч биткоинов, или там целая страна, Сальвадор, там, да и вообще много крупных ребят, крупных кошельков затарились почти под завязку по очень высокой цене. И задача маркетмейкера сейчас до конца их мариновать, пока у них не сдадут нервы, и они все это не начнут фиксировать и продавать в убыток. Вот. Но я надеюсь, что такие ребята будут сидеть крепко, да, алмазные руки, так скажем. Вот. И наверняка маркетинг тоже это понимает. Там тоже не дураки сидят, и они не будут распродаваться в минус, соответственно, открывать выплаты, фиксируя убыток свой сейчас. Поэтому, скорее всего, нас с вами будут ожидать переносы брифингов, да, бесконечные, там какие-то нули в кабинетах, потом опять восстановление, какие-то техработы и так далее. Вот, и все это будет продолжаться до тех пор, пока они не выйдут с безубыток по своему портфелю, криптопортфелю. Как только они выйдут с безубыток, наверняка они вновь возобновят публичную деятельность. Это мое личное мнение, я его за аксиому как бы не предлагаю. Но потерять компанию там, с 5 миллионами клиентами, ну, конечно, они наверняка это делать не будут, тем более деньги у них есть. То есть, по большому счету, я думаю, что даже сейчас они, в принципе, могут спокойно всем все выплатить, вот, и продолжить свою работу, но для них это будет существенный удар по бюджету, поэтому, ну, как бы они... Тут, видите, еще сыграла эта спецоперация, эта военная в Украине, и как мы узнали из там, одних из последних брифингов, которые проходили, что у них большая часть коллектива работает именно с территории Украины, и поэтому это все еще немного усложнило. Но я думаю, что они все-таки вот как-то что-то где-то пролавируют еще какое-то время, да, и ну, что-то будут думать. Либо это опять будет очередная какая-то заморозка, да, там, со временной разморозкой, там, как это там, фонд Протек называлось в свое время. Но я почему-то, мне кажется, что они свою деятельность остановят.